Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. Десятое место. Когда я говорю, что Чингук это стул Тэхёна, я не шучу. Тэхён не хотел вставать с него до последнего, но все равно сдался в конце. Девятое место. Тэхён и его взгляд на Чингука всегда вызывают столько эмоций. Вы видели когда-нибудь человека, который любит? Смотрите, пока нам дают эту возможность. Чингук и Тэхён выглядят как старая супружеская пара. Люблю видеть такие домашние моменты. От этого так тепло на сердце становится. Восьмое место. Когда Тэхён скучает по Чингуку. Когда твои ноги очень устали, а тот, кто может снять усталость, остался дома, и тебе немного грустно. Знаете, я вроде бы как давно уже вегукер, и столько уже всего видела, но все равно часто просто залипаю на какие-то их взаимодействия. Они зачастую завораживают. И думаешь, насколько вегу доверяют друг другу, и какое удовольствие приносит им обычное, казалось бы, прикосновение. Седьмое место. Как же я скучаю по ним. Одно из лучших чувств в мире, когда ты обнимаешь человека, которого любишь, а он обнимает тебя в ответ даже сильнее. Самая искренняя подростковая любовь на то время была, и никаких анализов не надо, все и так понятно. Благослови Бог их на вечную любовь и уважение. Напоминаю об этом моменте. То, насколько спонтанным и незапланированным был этот момент у Чингука и Тэхёна. До сих пор пищу от него. Шестое место. Когда вы влюблены, но немного в ссоре. Чингук явно обижен, и Тэхён пытается это исправить. Я не могу забыть его мышцы. Это первое, о чем подумал Тэхён, когда угадывал, что написал Тэхён в дневнике о Чингуке. Но на самом деле он написал: «Я не мог забыть его взгляда». Тэхён говорит, он на 99% состоит из мышц и на 1% из ярких глаз. Его тело хорошо выглядит. Твои глаза такие ясные. Чингук спрашивает, только глаза и больше ничего? Пятое место. Ни один фан-сервис не сравнится с тем, как меняется Чингук, когда рядом Тэхён.
как загораются звездочки в его глазах, и сам он начинает светиться. Немного отвлечемся. Фанатка видела Тэхёна в кофейне Compose, которую он посетил вместе со своими сослуживцами. Их было 5 или 6 человек. Тэхён высокий, и его лицо такое миниатюрное. Хоть на нем и была маска, его глаза выделялись, они такие большие. Ему нельзя было раздавать автографы или фотографироваться с посетителями кафе, но вместо этого он пожимал людям руки. Он делал это, так что я просто взяла его за руку и умерла. Слух на подумать. Ранее ходили разговоры о том, что у Чонгука новая работа кухонным полицейским. Чонгук намекнул, что он кухонный полицейский. Посмотрите на фото. Слева кухонная полицейская форма 5-го дивизиона в 2018 году. Справа ресторан артиллерийского подразделения 5-й дивизии в 2024 году. В армии тоже есть кулинарное соревнование, это большое шоу. Участвовать могут все солдаты. Повышение по службе, если кто-то работает в кухонной полиции, тоже есть. Плюсы. Нет военной подготовки. 3 дополнительных выходных. Каждые 3 месяца он может целый день пользоваться телефоном. Минусы. Раннее пробуждение, отсутствие выходных и праздников. Как вы знаете, у Чонгука и Чимина система приятелей. Обычно такая система делает то же самое. Но если вы начнете работать артиллеристом, а затем переключитесь на кухонную полицию, это может быть, а может и не быть той же самой работой. В любом случае, нам нужно дождаться сообщения Чимина. Отряд с Чимином и Чонгуком артиллерийский. Если Чонгук кухонный полицейский, он не будет участвовать в обучении. Вместо этого ему приходится работать и по выходным. Когда проходят тренировки на свежем воздухе, бывают случаи, когда он готовит на открытом воздухе. Предположительно, так выглядит кухня военной части, где служит Чонгук. Новое фото с Тэхёном от Виверс. Каждое фото прекрасно, это невозможно. Мое бедное сердечко, он невероятен. Я не могу выбрать любимое фото, так как каждое фото мне нравится до безумия. Еще немного визуализации. Труд не из легких. Поворочи таким-то половником, руки отвалятся. Горжусь Чонгуком. Кстати, где-то месяц назад были слухи, что Чонгук работает поваром в армии, и пост Чонгука о том, что он готовит, может быть подтверждением тому. Работа повара в армии Кореи называется кухонной полицией. Если это так, то думаю, ему комфортно, ибо Чонгук любит готовить. Но опять-таки, не забывайте, что это все еще неофициальная информация. Наэн Сок сказал очень красивые слова о клипе Тэхёна. В мире, где одинок Тэхён, все остальные влюблены. Лучше ему быть одному или жить в мире, в котором нет любви, но с близким человеком. Мне кажется, он отлично передал эту романтическую историю через видео. Настолько хорошо, что оно вызывает чувства. Уникальна, непринужденная атмосфера Тэхёна. Это то, что мне нравится.
Пост о сообщении Чунгука уже стал популярным в корейском чате. Более 300 комментариев и 20 тысяч просмотров в час. Фанаты рады видеть его пост, выразили свое волнение, хотят попробовать еду Чунгука и желают ему безопасной службы. Все так сильно ждали весточки от Чунгука, что он временно перестал работать после долгожданного поста. Влияние Чунгука, в принципе, как и остальных участников группы, на людей огромное. Так много людей захотели в армию после поста Чунгука. Чунгук, готовящий на своей службе, оказал такое огромное влияние в стране. Вот некоторые комментарии. Ух ты, я хочу пойти в армию. Не военный оркестр, а повар? Я тоже хочу в армию. Я хочу быть свиньей, которая ест рис, приготовленный Чунгуком, ложками. Ха, Чунгук сказал, что он повар, поэтому я приготовил магуксу с маслом перилы. Если бы я был пожилым человеком, я бы попросил тебя сделать масло перилы. Если не приготовить такой рецепт, это позор для военных. Нет, ребята, попробуйте, пожалуйста, сделать все по рецепту, который сказал Чунгук. Я не фанат Чунгука, но как коренной человек рекомендую. Пожалуйста, я все еще жду ресторан гречневой лапши с периловым маслом, который, по словам Тэхёна, был восхитительным. Четвертое место. Давайте поговорим о том, что влюбленный взгляд весьма очевиден. Это так мило. А вы знаете, что счастливые люди выглядят вот так? Третье место. Обожаю этот эпизод. Чунгук и Тэхён выглядят как молодожены в медовый месяц, которые делают кучу селфи. Ситуация с пивом. Тэхён не любит пиво, об этом все знают. Но помните эту игру и вопрос, есть ли у Тэхёна пиво дома? Все участники отвечают нет, но Чунгук уверенно говорит да. Ребят, вы такие очевидные оба с этими взглядами. Этот Тэхён, который смущается Чунгука, такой милый мишка. Тэхён и его Чунгук, я не знаю, что бы делал без тебя. И я снова сопля. Друзья не произносят слов, которые заставляют друзей чувствовать себя чем-то большим, чем просто друзья. Тренд от Игу. Чунгук спросил у Тэхёна, я тебе друг? Тэхён сказал Чунгуку, мы не можем быть друзьями. Чунгук сказал Тэхёну, мы с тобой хорошо сочетаемся. Тэхён подтвердил, мы как огонь и вода. Мне нужен огонь, но у меня есть ты. Тэхён говорит Чунгуку, ты хочешь жить здесь со мной? Чунгук говорит, да, я этого хочу. Тэхён сказал Чунгуку, я всегда смотрю на тебя, я люблю тебя. Чунгук сказал Тэхёну, смотри на меня, только на меня. Чунгук сказал Тэхёну, Тэхён, перестань меня кусать. Это так больно, что я чувствую, что умру. Я всегда это чувствую, но ты красивый. Я думал, что ты превосходишь мое воображение, но потом я думаю еще раз, и ты намного превосходишь мое воображение.
Тэхён сказал Чонгуку: «Чтобы не говорили другие, для меня ты самый талантливый человек, которого я когда-либо видел». Чонгук говорит о Тэхёне: «Пока я с Тэхёном, я счастлив, куда бы мы ни пошли, он проповедник счастья». Тэхён говорит о Чонгуке: «Чонгук самый расслабленный человек, когда ты с ним. У нас очень хорошие отношения. Я никогда не видел никого, кто выглядел бы лучше с длинными волосами, чем он. Мой начинающий комик». Второе место. Обратите внимание на этот момент. Все, у кого дома есть собаки, знают, что мы говорим такие вещи только тогда и для тех, кого наш питомец слишком хорошо знает и всегда узнает. Чонгук пытается заставить Бама увидеть Тэхёна. Чонгук говорит: «Бами, смотри, кто здесь? Смотри сюда, кто он?» Рубрика «Очевидно невероятная». Ким Тэхён был замечен на челлендже с Хосоком не только во всеми известных розовых штанах со свидания Вигу, но и в толстовке от Селин. Ну и что такого, спросите вы? Напомню, в этой толстовке Тэхён танцевал с Чонгуком под ран BTS, как раз после возвращения Чонгука из Катара. Тот, в свою очередь, шопился в Катаре в бутике Селин. Совпадение? Не думаю. Выводы делайте сами. Такие незначительные моменты иногда даже в глаза не бросаются. Но не все будут доедать то, что выпало изо рта другого человека, давайте признаем это. Жажда прикосновения, наверное, одно из самых больших желаний человека, когда он влюблен. Я люблю их любовь. Первое место. Свидание Чонгука и Тэхёна. Слух или правда? Я долго думала, стоит ли говорить об этом или нет, но поскольку даже крупные аккаунты уже начали писать об этом, то я вам расскажу. Это все на уровне слухов. Пишут, что Чонгука и Тэхёна недавно заметили вместе. Фотографии были сделаны из мест, где обычно маршируют Чонгук и Чимин. Корейские фанаты говорят, что им не обязательно ждать ровно 100 дней, чтобы выйти в отпуск. Но, честно говоря, я очень скептически отношусь к этому, но и молчать об этом было бы неправильно. Я сказала, а вы сами думаете, правда это или нет. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!